Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро расклад. Что ждет? Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 20 по 31 мая. Давайте узнаем подсказки карт Таро на будущее. Что изменит, быть может, ваши планы или события? Каковы эти события ближайших дней, которые окажут влияние на вашу жизнь? И у нас сегодня две колоды. Колода Оракула и карты Таро. И мы не будем задавать вопросы Оракула или картам Оракула. Мы просто позволим картам раскрыть для нас цепочку, последовательность тех событий, как видят это они. С чем это может быть связано? Вот эти 10 дней, какая активность для вас или какие события ожидают? Конечно, останемся реалистами, потому что любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Давайте будем практиками. Переложим обстоятельства вашей жизни на метафору карты, подумаем, как решить, может быть, тот или иной вопрос. Или как провзаимодействовать, если даже вы столкнетесь с подобной ситуацией. Итак, какие события ожидают ваш знак зодиака до конца мая? Первое событие ближайших дней. Второе. Что ждет вас с 20 по 31 мая? События ближайшего будущего. И дополним наш расклад колоды Таро. Первая карта Таро – неожиданность. Это то, что вы не ожидаете. И пусть это будут приятные сюрпризы, мои дорогие стрельцы. А вторая карта у нас будет карта вашей силы. Что вам удается? Или в чем ваша сила? Какая может быть энергия для вас предпочтительней, а возможно, что исполнится? И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, или документы, или у кого-то учеба, профессиональный рост, да? Финансы, денежная энергия, любовь, отношения и личная жизнь. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Каковы же события ближайшего будущего, с чем это связано? И эта карта будет говорить о том, что да, тут действительно есть какое-то взаимодействие. Причем это может быть вопросы работы, или это у кого-то и документы, может быть, или по личной жизни тоже. Но самое главное, тут о чем? Тут именно взаимодействие. Вы, возможно, оказываете какую-то услугу, или буквально вы работаете, работодатель вам оплачивает эту работу, или служанка называется, да, но я хочу сказать, что этот оракул создавался очень давно, и изображения, и названия карт так и не менялись, поэтому переложим на нашу реальность, современность, это именно взаимодействие, или товарно-денежные отношения, назовите так, или это... Ну, мы оказываем, правда, работу, услугу, что-то выполняем, и нам в ответ тоже кто-то откликается. Пусть даже не буквально работа, а, опять же, с каким-то человеком взаимодействие. Вы помогаете ему, а он помогает, возможно, вам. Давайте мы посмотрим вторую карту. Может быть, нам прояснят. Вы знаете, эта карта легкомыслия, так и называется. С одной стороны... Настроение вот в эти 10 дней у вас будет приподнятое, хорошее будет настроение. И это, конечно, замечательно, но главное и не замечтаться тоже. Как-то реально оценить те вопросы, которые требуют вашего внимания. Давайте поясняющие карты достанем. Несколько проясню, с чем это связано или что это нам хотят сказать. А вот смотрите, здесь завершение. Может быть, у кого-то смена работы. Но вообще-то это ведь, надеюсь, все прекрасно понимают, что это не смерть, это карта трансформации. Вот у вас сейчас какой-то период трансформации, мои дорогие стрельцы. Может быть, вы ничего подобного и не ощущаете, а карты хотят немножко предвосхитить, раскрыть события. Есть, видимо, ну, какая-то ситуация в эти 10 дней, которая завершается, или завершается ваш жизненный этап именно в каком-то контексте. И это мы словно на пороге. Прошлое уже завершается, а будущее еще пока не родилось. Может быть, это у кого-то из вас банально на работе перемены. Новая метла по-новому метет, когда меняется руководитель. Ну, правда, тут мы не знаем, чего ожидать. Возможно, если это ваша
личное дело, творчество, хобби или бизнес. То есть вы, как человек самозанятый, имеете сами свой вид деятельности. Значит, тоже какие-то моменты, позиции меняются, требуют вашего внимания или требуют вашей перестройки, какой-то реорганизации по части именно оказываемых вами услуг, либо какой-то конкретной работы. Здесь есть определенное сожаление о прошлом. Или, мои дорогие стрельцы, вы понимаете, что, возможно, это было связано с предыдущей какой-то историей, когда, ну, у вас были взаимоотношения с конкретным человеком, возможно, это личная даже жизнь, но человек ушел, и история закончилась, ушел по разным причинам. Меня смотрят люди из разных стран. Так или иначе, но есть что-то, что завершается. И вы могли какой-то период после того, как произошли вот эти перемены, вы словно были, знаете, в сожалениях, или вы были в таких, ну, не самых позитивных эмоциях, потому что это карта скорби. Мы именно о чем-то сожалели. Но вот теперь это тоже заканчивается. У вас заканчивается какой-то минусовый период, или когда вы словно без конца оборачивались назад. Вот теперь больше настрой на то, что, ну, как и позитивные более энергии, не случайно у нас карта, пусть легкомыслие, да, но тем не менее, ведь это добрая энергия, когда нас уже вот этот груз прошлого, он не тянет. Не хочется даже самому оглядываться назад. И на какой-то период времени такие энергии нам тоже необходимы. Иначе, а как нам избавиться от груза прошлых забот? Поэтому я тут вижу, что завершается какой-то период скорби, печали, разочарований или того, когда вы что-то не могли изменить или переделать, ну вот не в вашей власти. Именно по этому аркану проходят те события в нашей жизни, которые от нас-то не зависят. Но мы невольно стали участниками, может быть, этих событий, и они надолго отложились в нашей памяти. И вроде событие-то уже закончилось, а вот память не отпускает. Давайте проясним, что же еще. Ну да, в конечном итоге действительно, вот с разочарованиями, скорбью, печалью, с какими-то тягостными воспоминаниями вы как будто прощаетесь навсегда. Ну, хочется так верить, что навсегда. Оставляете просто пережитую ситуацию, как опыт, и у вас на кону праздник. Есть какие-то приятные моменты, которые не просто вас вдохновляют, или вот это хорошее настроение, а когда действительно мы, ну, более позитивным взглядом оцениваем будущее, если прежде мы не видели для себя, ну, даже как горизонтов каких-то, то вот здесь постепенно ситуация выравнивается, и я это вижу именно так. Давайте по второй карте достанем, что это для нас. И вот смотрите, тут могут быть к решению какие-то важные вопросы, которые требовали согласования в инстанции, получения документов. Аркан называется «Свадьба». Ну, понятно, что не все мы идем под венец, будем реалистами, правда? Я говорила, что это прорисована колода, создана очень давно. Но переложим, если да, на нашу реальность, что такое свадьба? Это соглашение какое-то. И поэтому подписание каких-то договоров, пересмотр контрактов или получение важных бумаг, может быть, это и устные какие-то соглашения, которые потом так или иначе будут продолжены, оформлены. Я должна сказать, что вот эта карта легкомыслия, как бы мы к этому ни относились, но ведь это еще легкость на подъем. Это еще и, знаете, когда мы, ну, вот не так тяжеловесно смотрим на события жизни, а уже к нам приходит мудрость, понимание, что мы не все можем изменить. И поэтому смотреть на те события, которые нас окружают, или, может быть, даже прошлые, да, события, тут легче от чего-то отказаться или принять, что, да, сложилась такая ситуация, но она завершилась, теперь я иду вперед. Или для кого-то из вас после тягостных каких-то, может быть, разбирательств, я такое тоже могу допустить. Ну, к примеру, если, пусть это у кого-то, у одного, у двух, как разбирательство в суде, или вы
пытались отстаивать свою точку зрения, закончилось, например, медиаторством, или, ну, когда вы с кем-то можете так или иначе договориться. И вот эти договоры, контракты вы можете либо пересмотреть, либо со своих собственных позиций для себя обозначить какие-то наиболее позитивные моменты, пункты. Вы чем-то остаетесь, я вижу, довольны, мои дорогие стрельцы. И, может быть, тут буквально вы договорились, как и устно, но я вижу, что тут еще и соглашение, которое на бумаге. У кого-то вот банально, смотрите, опять же, услуга, вопросы именно работы или вашей занятости. Раньше была одна ситуация, а вот теперь она меняется. Или вам, может быть, это у вас состоится какой-то важный разговор, к примеру, с руководителем, новым руководителем. Вы обозначить сумеете свои приоритеты вот так вот красиво, элегантно, в какой-то доступной и одновременно, ну, такой дипломатичной форме, потому что где-то карты нам об этом. И с вами перезаключат контракт, но тот, который будет больше вам давать возможности. Может быть, меньше работы, кстати, да? А если работы больше, то как-то это варианты по оплате будут. Я здесь вижу, что вы остаетесь чем-то именно как и довольны, так и буквально радостно. У вас что-то получается. Ну и прошлое вот уже теперь и из разряда того, что вы не можете изменить, но о чем вы долго думали, переживали. Вот оно словно постепенно оставляет вас. Нет вот этих тягостных размышлений, которые не ведут никуда. Ну, знаете, может быть, и вы тут где-то будете хитрее. Карта называется «Недруг», и вот в этой колоде два как бы недруга. Один персонаж, который изображен на карте, он буквально готов к действиям. Здесь нам показана женщина, и она ничего не делает. Имеется в виду именно мысли. Это и вы можете быть уже в тех энергиях, чтобы не попасть еще раз в просак. Это где-то как на стороже. Когда мы ожидаем, что, ну да, они все люди-братья. Теперь вот сделали какие-то выводы, и снова в какие-то селки попасть мы не хотим. Но, может быть, это и еще и какая-то позиция, которую тоже я даже могу предположить, словно вы предполагаете или знаете, может быть, и подозреваете конкретного человека, что он не искренен. Или транслирует одно, а вот по факту ведет себя как-то иначе. Давайте пару карт достанем. Это вообще что? У кого-то, знаете как, я не верю, допустим, это с вашей позиции, когда вы не верите именно, может быть, даже партнеру по личной жизни. Может быть, тут возврат человека какого-то. Или когда с вами кто-то пытается заново возобновить отношения. Это карта возлюбленная. Может быть, вам кто-то поет дифирамбы, но, опять же, прежняя история не дает замечтаться. Не дает вот так вот закрыть глаза. Хотя и есть какие-то приятности, может быть, и комплименты, внимание к вашей персоне. Вот правда, это все приятно. Это вас радует. И пусть возлюбленная меня смотрит мужчины, может быть, это и мужчины где-то, вы тоже будете оказывать знаки внимания. Может быть, будете оказывать знаки как раз внимания тому человеку, которого вы подозреваете. И это может быть работа или какие-то ваши важные решения, когда вы понимаете, что вот да, вот тут я ничего не докажу. А дай-ка я начну с комплиментов. Ну вот вы пробуете так на ощупь, как же это мне подойти к этому вопросу. Вот этого я, кстати, тоже не исключаю. Но ведь что-то подобное может быть и в отношении вас. Или, мои дорогие девочки, тут правда кто-то возвращается или пытается восстановить какие-то диалоги с вами, к примеру, да, а прежняя ситуация вас заставляет быть настороже. Но, тем не менее, в ваш адрес какие-то позитивные энергии идут, а вы можете в чем-то поставить точку. Или, знаете как, я допускаю, кстати, что по этой карте вы можете и помириться в том числе, потому что карта вдовец, то есть, ну, все равно какая-то прошлая история завершилась. То есть нет этой истории. До конца мая доброй энергии вообще, в принципе, и я вас приглашаю на свой сайт, оставлю ссылку в описании под видео, на июнь. Очень важная, особенно для вашего знака зодиака, очень важный транзит, когда Юпитер, ваша планета-управитель, войдет в знак зодиака Рак. И для нас, для всех доброе время, абсолютно без исключения для всех знаков зодиака, но и июнь ожидается. И, кстати, конец мая, энергии похожи.
когда доброе время, как и помириться, так и договориться, или какие-то важные темы, которые, знаете, как будто раньше были, ну, как на острие ваших эмоций. А вот теперь это несколько подугасло и дает возможность более рационального разговора, когда нет уже обид, когда нас уже не цепляет за что-то живое. Вот это именно я хотела передать. Вот пересмотрите. Может быть, это и беседа по работе, а у кого-то подобная ситуация по личной жизни. Что же еще? Ну, точно, мои дорогие стрельцы, вы люди солнечные, вы притягательные. И здесь, конечно, у каждого по-своему, мои дорогие девочки, вам могут оказывать знаки внимания, самые разные. Или просто как-то вы будете чувствовать, что обладаете некоторым магнетизмом по отношению к противоположному полу, вы, мои дорогие мужчины. Здесь и на вас могут тоже где-то заглядываться. Вы можете быть и интересными, может быть, с вами хотят дружить, продолжать какое-то общение, или вы сами хотите тоже продолжать общение. Но, правда, радостные энергии, вот доброе, что-то позитивное, обратите внимание, пытается войти в вашу жизнь. Даже по тем вопросам, по которым был минус или какое-то было фиаско, вот, да. Как и помириться можем, так и уйти от разочарований, чем-то вдохновиться, договориться и еще и какие-то договоры оформить, но и одновременно приятные знаки внимания. Давайте посмотрим, что же там в неожиданностях. Но, видимо, вот этот или чувство рационализма, или какой-то пережитый опыт вас, тем не менее, сделал вот таким человеком настороже. Ну, не может стрелец вот так вот, даже если вы где-то будете чувствовать, что человек, ну, не исходит какой-то от него хитрости. Может быть, в силу привычки или в силу пережитых обстоятельств до этого боитесь доверять. Вот есть такой момент. Или у вас ситуация выбора, двойка мечей. Здесь как будто нужно сделать выбор, или вы хотите с тупика. И вот для вас, может быть, вот эти все карты оракула как раз и говорят о том, что тупик-то этот заканчивается. Давайте раскроем. Тут, правда, выходить надо из каких-то разочарований. Нам конкретно карта так и говорит. Или, может быть, это как карта усталости, когда мы ничего не предпринимали. Может быть, был период в вашей жизни, когда вы как закрылись от людей, закрылись от ненужного общения, когда вы вообще никого не хотели видеть. У кого-то так буквально проиграется, потому что, с одной стороны, усталость, с другой стороны, ну, были те моменты, когда вы не чувствовали либо доверия к людям, либо не было того человека, на которого можно, да, опереться, или у вас самих не было вдохновения. Вот, кстати, по этой карте. И мы какое-то время бездействовали. Вот, наверное, теперь у вас такие энергии для того, чтобы вы, как из тупика, вышли. И это где-то в неожиданностях. Так и увидели новые возможности. Рассмотрели все варианты, мои дорогие стрельцы, потому что 3 чаши пустые, и наши девушки подают совсем с другой стороны чашу, наполненную, а она смотрит в другую сторону. По 4 кубков мы как будто должны осмотреться, оглядеться, расширить для нас как и кругозор, так и горизонты собственного видения, ну и таких же возможностей. Это как бы с одной стороны, да, если 2 мечей. Давайте посмотрим, а что же с другой стороны, если это выбор. Ну, куда-то торопиться точно не нужно. Тут, наверное, знаете, вопрос самодоверия стоит. Или когда вы выходите, правда, у кого-то это проиграется, словно были какое-то время вынуждены отшельником. Но теперь понимаете, что мир вокруг меняется, и ну сколько можно так сидеть в одиночестве? Может быть, кто-то из вас надумает вот выйти из отшельника, то есть сольный вариант таки завершить. И, конечно, его величество опыт или какие-то пережитые эмоции не дают, ну, знаете, такую возможность, когда мы, ну, даже не оглядываясь, начинаем всем подряд доверяться, или мы для людей открытая книга. Нет, конечно. Вот здесь по 7 жезлов вроде бы и есть какие-то контакты, есть и люди, которые вас пытаются приобщить к чему-то, а прежний опыт, может быть, проб и ошибок вас как раз так немножко притормаживает и говорит: не торопись кому-то говорить да или нет, тут надо еще с чем-то разобраться. И правда, в неожиданностях тут разного рода могут быть или сообщения, или какие-то предложения, или разговоры, диалоги, контакты с людьми.
Но вы пока еще словно не знаете. Может быть, с одной стороны, глаза разбежались, но вы действительно можете несколько стушеваться именно из-за того, что же выбрать. Может быть, это и как то направление, которое вы выбираете, чему вы отдадите предпочтение, к примеру, по работе даже, да? Но в конечном итоге вы тут разберетесь со всем. Но подобная ситуация может быть у кого-то и в личной жизни. Тут, правда, как и рабочую ситуацию нам описали, или даже по документам, но также и в личной жизни. Поэтому выбор какой-то нужно делать. Но не торопитесь. Тут где-то свое-то направление, да, или вот эти возможности нужно, безусловно, увидеть. Более того, еще и просчитать, я бы сказала. Но не время вердиктов, может быть и так. Давайте узнаем, что же вам помогает, в чем ваша сила. Еще раз карта выбора, причем карта старшего аркана. Это карта влюбленной. У кого-то проиграется, в чем ваша сила. Вы знаете, и я говорила, правда, прочитайте мою статью, и вот эти энергии, которые над нами будут господствовать, буквально над всеми знаками зодиака, доброе время, как и договориться, так и важные разговоры, откровенно, глядя друг другу в глаза, может быть, проговорить, не утрамбовать себе какую-то проблему или вот ваши вопросы, да, а потом сесть и начать самостоятельно додумывать, что там подумал человек, а что бы я сказал, а она вот сказала или наоборот, неважно. Нет, тут лучше вынести на поверхность. Но и для кого-то этот вопрос по части личной жизни, ведь это правда, может быть не просто решен, а приведет к созданию союза. Все же в этой колоде карт аркан влюбленные, непосредственно влюбленные, может и означать. И в этом ваша сила. По части договоров, по части дипломатии. Вы мастера дипломатии будете в эти 10 дней. И, видимо, одновременно притягательность ваша, мои дорогие стрельцы, где-то вам помогает обратить на себя внимание. Или когда вас будут слушать. Все же по этому аркану вас готовы выслушать, понимаете? И поэтому как изгладить какие-то острые углы во взаимоотношениях, так и продолжить те отношения, которые для вас интересны. В этом ваша сила. Но выбор, он все равно остается. Поэтому мы как будто все сохраняем. Мы во всем участвуем. Но сам по себе выбор, вот да, если мы смотрим в неожиданностях, двойка мечей, это словно куда нам, направо-налево, непонятно пока, да, вот мы и застопорились именно словно в тупике каком-то. Не можем мы пока однозначно выбрать, но и не торопитесь. Здесь постепенно все становится на свои места. Сфера ваших достижений. А вот еще и события продолжают развиваться. Тут, правда, вам что-то играет на руку. Опять же, карта трансформации. 8 жезлов. И словно 1000 дорог сходятся в одной точке. Здесь будьте внимательны. В эти 10 дней для кого-то проиграются не случайные случайности. Встреча с конкретным человеком. Или какая-то возможность, которую нужно вот буквально брать в моменте здесь и сейчас. Это карты и еще одновременно скорости. И, может быть, кому-то по делам придется так вот быстро, экстренно собраться и отправиться в кабинет конкретного чиновника или руководителя. Может быть, вы что-то услышите, и вы понимаете, себе самому можете сказать или самой: куй железо, пока горячо, потому что потом этого момента подобного не повторится. И знаете, тут еще по этой карте вы все равно набираете темп. И поэтому, если была какая-то пауза или вот как стопор, да, вот, ну, застопорилось какое-то дело, не переживайте, мои дорогие стрельцы, тут все в свое время к вам приходит. И поэтому все рассматривайте, правда. Может быть, вердикты пока и не выносите. Отступите полшага назад. Ведь вот об этом нам говорит 7 жезлов. Как будто девушка сохраняет свой собственный центр и интересов, свой дзен. А вот эти 7 жезлов буквально пытаются ее достать. Ну, так вот, примите какое-то подобное положение, рассматривайте все варианты, ищите дополнительную информацию. Ну, так сказать, что однозначное какое-то ваше решение «да» или однозначное «нет», я по всем этим картам не вижу. Более того, всегда по карте трансформации, пусть это не карта башни, но это карта возможностей, по крайней мере, вот в этой колоде. И тогда, знаете, это словно прошлое пытается от вас уже оттолкнуться. Оно завершилось. А будущее, оно еще не оформилось. Еще непонятно, что там в этом будущем вам будет помогать, что вам пригодится.
Поэтому, как в детской игре, да и нет, не говорите. Все аккумулируйте, а дальше разберетесь. Энергия денег. Ну, правда, какой-то выход из лабиринта у кого-то через работу, через вашу занятость. Если бизнес где-то пробуксовывал, мои дорогие, вы найдете, каким образом вдохновить его, да, или как там что реструктурировать для того, чтобы заработал ваш какой-то бизнес-план или какая-то стратегия. Вы, правда, находите выход из сложной, может быть, и финансовой ситуации, положения, когда это как ноу-хау, я теперь знаю, как мне действовать и как мне не действовать. Вот четкость мысли, несмотря на какие-то приятные эмоции, все-таки рационализм, он в вас присутствует. И вот эти, может быть, как холодная голова, она вам помогает принимать важные решения, как и по части финансов, с чем-то определиться. И даже, кстати, даже если вы захотите кому-то сказать «нет», вы найдете какую-то дипломатическую более форму или подачу, чтобы это было элегантно, как пальто, да? Как говорил Марк Твен, что вот это именно «нет» нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце. Вот эти энергии, правда, они вам тоже помогают, мои дорогие стрельцы. И тогда вы словно для себя какой-то еще и, знаете, бонус в виде запасного аэродрома или когда есть маневр, пространство для маневра, когда вы можете отступить полшага назад и что-то переиграть. Или когда прояснится по какому-то предмету или по какой-то задаче, теме, тот или иной вопрос, вы можете, опять же, несколько поменять вашу стратегию, тактику или буквально меняю походку. Вот что-то такое подобное. Но, видимо, эти 10 дней вам своеобразную прелюдию будущих перемен создают. И пока мы еще не видим с точкой, что там будет для нас полезно или нет. И будет важно иметь, чем больше вариантов мы имеем, согласитесь, тем больше у нас маневров в будущем. Ну вот, видимо, что-то подобное описывают карты. Любовь, отношения и личная жизнь. Ну, может быть, это у кого-то такой король мечей, конкретно по личной истории. И правда, с королем мечей сложно договориться. Человек – это, во-первых, карта интеллекта, умного человека или человека, который, ну, уважает традиции, закон. Но, с другой-то стороны, на первом месте у человека все же рационализм. Тут не совсем у нас про чувства. И, может быть, прежде какой-то был конфликт или словно человек закрывался. А вот здесь вдруг в ваш адрес кто-то и откликнется. Пусть не для всех, но я вполне такое могу предположить. И вот, кстати, по королю мечей у нас еще проходят, как и чиновники, проходят люди в погонах или врачи, люди в форме. Ну, самые разные люди, которые живут по приказу или по какому-то протоколу. Или если чиновник, то имеет сферы, те, на которые он оказывает влияние, или ту дистанцию, в рамках которой он может принимать решения, но не более. Может быть, вы к таким людям будете обращаться именно по личным вопросам. Проходят и юристы, и адвокаты тоже по этой карте, потому что в рамках закона они, да, вам тоже дают консультацию. Более каких-то личных консультаций нам обычно не дают. А вот именно по вашему интересующему вас вопросу они вам проясняют, как в отношении вас работает закон или как правильно поступить. Ну вот, наверное, отношения мы сказали, да, не только личная жизнь или любовь, а есть еще и остальные вопросы, которые касаются контактов, взаимодействия с людьми. Поэтому и холодная голова вам тоже помогает, или даже карта будет советовать. Проясняй, стрелец, не оставляй что-то на потом, сам не додумывай ничего, лучше реально узнавать и понимать, как в отношении вас работает закон, как я уже сказала, или, к примеру, оформить тот или иной документ, как это будет сделать правильно, какие документы для этого еще, может быть, потребуются. Но что-то вы тут можете прояснять. Или, в принципе, я даже вижу, если это вопрос касался личной жизни, то карты Оракула нам сказали, договориться вы сумеете. Сумеете что-то проговорить. Найдете, может быть, и ключики к сердцу, или кто-то ищет эти ключики к вашему сердцу, мои дорогие стрельцы. Карта Совет. Ну, правда, новое начало.
И, может быть, это не совсем вот с нуля какое-то начало. Может быть, это возвращение какой-то ситуации или разбирательства, да, но те, которые в каком-то более позитивном ключе или когда у вас больше ясности наступает. Но все же тут еще часто туз пентаклей – это сама по себе возможность. Иногда трактуют как помощь высших сил, но я всегда говорю, что вам буквально помогает. Так вот, туз пентаклей – это как зерно, это как семя, которое мы садим в землю, дабы потом получить богатый урожай. И вот нам буквально из этого семечка уже и тоненькие росточки показались, но вот такие длинненькие корешки. То есть уже какой-то процесс пошел. Именно что-то у вас идет в рост. Мы об этом с вами говорили. И в целом откликайтесь на эти добрые энергии, на все те энергии, которые вас вдохновляют, мои дорогие, которые перед вами открывают какие-то возможности. Сами ищите тоже эти возможности, и вы их обязательно найдете. И поэтому, словно сама судьба вам пытается помочь закрыть, может быть, в прошлое окончательно дверь, или даже если вы уже закрыли, то отпустить вот эти сложные эмоции, для кого-то это актуально, которые вас еще как будто, ну, как в кандалах могли бы удерживать. Но здесь, по крайней мере, в эту декаду вы можете вот такую перемену в самом себе осуществить. И вам будет сразу, ну, легко на душе. Или как какой-то груз забот падает с ваших плеч. Нет вот этого долгого размышления или вот ненужной глубокой философии на мелком месте, а вы переводите все в практику, в конкретику. Ну и мысли, наверное, те, которые вас долго мучили, они вас просто оставляют, потому что вы переключаете свое внимание на что-то другое, вот если в двух словах. Причем кто-то из вас, я могу такое допустить, у вас перемены и по работе, какие-то такие позитивные более, когда вас замечают, когда вы что-то можете скорректировать, да, как вы захотите, важные беседы, диалоги, контакты провести, ну, точно так же и по личной жизни. Поэтому не упустите это доброе время. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.